Джон всегда был из тех людей, которые искали ответы в книгах и статьях. После особенно тяжелого расставания и серии неудачных собеседований на работу он обнаружил, что бесконечно листает блоги и форумы по саморазвитию. Интернет был переполнен обещаниями счастья, и он был готов поверить. Он наткнулся на концепцию хаков счастья. Простых, практичных советов, которые, предположительно, вели к более полноценной жизни. От дневников благодарности до ежедневных аффирмаций он почувствовал проблеск надежды. Он решил полностью погрузиться в это, будучи уверенным, что если будет тщательно следовать советам, счастье станет его. Вооружившись новым стильным блокнотом и ручкой, которая казалась инструментом перемен, Джон начал вести дневник благодарности. Каждое утро он заставлял себя записывать 3 вещи, за которые он был благодарен. Поначалу это казалось искусственным. Ему было трудно найти что-то достойное упоминания. Но он продолжал, надеясь, что сам процесс письма перепрограммирует его мозг на фокусировку на позитиве. Спустя несколько недель он заметил небольшое изменение. Он начал ценить мелочи: тепло утреннего кофе, доброту незнакомца, красоту заката. Однако, несмотря на эти мимолетные моменты благодарности, чувство неудовлетворенности оставалось. Он все еще чувствовал пустоту, как будто дневник был просто очередной обязанностью в его списке дел. Следующим в его списке хаков счастья была медитация. Джон всегда относился к ней скептически, но бесчисленные отзывы в интернете убедили его попробовать. Он скачал популярное приложение для медитации и начал со снов, 10 минут в день, фокусируясь на дыхании. Первые несколько сеансов были борьбой. Его ум был переполнен мыслями, и он чувствовал себя скорее раздраженным, чем расслабленным. Но он не сдавался. Со временем ему удалось успокоить свой ум на более длительные периоды. Он даже посетил уикенд-ретрит по осознанности, где научился быть присутствующим в каждом моменте. Ретрит оказался просветляющим, и на короткое время он почувствовал внутренний покой. Однако, вернувшись к своей повседневной рутине, стрессы жизни снова начали накатывать. Он продолжал медитировать, но обещанное счастье казалось неуловимым. Он понял, что хотя медитация и приносила пользу, это не было той волшебной пулей, на которую он надеялся. Поиски счастья привели Джона в священные залы местной библиотеки. Он проводил бесчисленные часы, изучая классику саморазвития, от вечной мудрости «Человек в поисках смысла» Виктора Франкла до современного руководства «Сила настоящего» Экхарта Толле. Каждая книга обещала более глубокое понимание счастья, и Джон поглощал их с жадностью. Он выделял отрывки, делал обширные заметки и даже вступил в книжный клуб, чтобы обсуждать идеи с единомышленниками. Библиотека стала его убежищем, местом, где он верил, что сможет найти ответы на свои вопросы. Однако, чем больше он читал, тем больше замечал закономерность. Каждая книга предлагала ценные идеи, но ни одна не давала четкой карты пути к счастью. Советы часто противоречили друг другу, и обещанные «эврика» моменты оставались неуловимыми. Он начал задаваться вопросом, действительно ли мудрость этих авторов применима к его жизни. Несмотря на обширное чтение, он все еще чувствовал назойливое чувство пустоты, как будто он преследовал мираж. Джон всегда надеялся, что одна из этих книг по саморазвитию принесет ему прорыв, в котором он нуждался. Он читал о людях, у которых были трансформационные переживания, моменты ясности, которые навсегда изменили их жизни. Он жаждал такого откровения, внезапного понимания, которое бы все расставило по местам. Но по мере продолжения его пути он понял, что такие моменты не так уж и распространены, как он думал.
Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами. Он посещал семинары, слушал подкасты и даже пробовал различные упражнения по саморазвитию, рекомендованные авторами. Он визуализировал свои цели, практиковал позитивные аффирмации и занимался глубоким самоанализом. Однако, несмотря на все его усилия, неуловимый эврика момент так и не наступил. Он начал чувствовать себя разочарованным и подавленным. Делал ли он что-то неправильно? Или же погоня за счастьем была просто сложнее, чем он себе представлял? По мере того, как Джон продолжал свои поиски счастья, он наткнулся на неожиданный парадокс. Чем больше он узнавал о счастье, тем больше осознавал, как мало он на самом деле понимает. Каждый новый совет, каждая новая книга, казалось, поднимали больше вопросов, чем давали ответов. Он оказался в цикле поиска знаний, только чтобы столкнуться с сложностью человеческих эмоций и непредсказуемостью жизни. Он начал понимать, что погоня за счастьем — это не прямолинейное путешествие. Это не о следовании набору инструкций или освоении определенной техники. Вместо этого это был глубоко личный и часто хаотичный процесс. Чем больше он пытался навязать счастье через стратегии саморазвития, тем больше чувствовал, что упускает суть. Он понял, что, возможно, счастье — это не то, что можно достичь через внешние средства, а то, что нужно обнаружить внутри себя. Дни Джона превратились в монотонную рутину выполнения всех правильных действий, которые, как он считал, приведут к счастью. Он просыпался рано каждое утро, варил чашку кофе и садился за свой дневник благодарности. Он тщательно записывал 3 вещи, за которые был благодарен, даже если ему приходилось придумывать их с трудом. После этого он проводил 10 минут в медитации, пытаясь очистить свой ум и сосредоточиться на дыхании. Затем следовал здоровый завтрак и быстрая прогулка по району. Все это было частью его самоназначенного режима счастья. Вечера он проводил за чтением книг по саморазвитию, посещением онлайн-семинаров и обсуждениями в своем книжном клубе. Он обязательно практиковал позитивные аффирмации перед сном, повторяя фразы вроде «Я достоин счастья» и «Я принимаю радость в свою жизнь». Его жизнь была тщательно спланированным расписанием действий, предназначенных для культивирования счастья. Но он не мог избавиться от чувства, что чего-то не хватает. Несмотря на его прилежные усилия, жизнь Джона становилась все более пустой. Он выполнял все действия своей ежедневной рутины, но не было искры, настоящего энтузиазма. Он начал задаваться вопросом, не просто ли он проходит через движение, следуя сценарию, написанному другими. Он чувствовал себя роботом, выполняющим задачи, которые, как он считал, сделают его счастливым, но без какой-либо реальной связи с ними. Он заметил, что его отношения также страдали. Друзья и семья часто замечали, насколько он казался отстраненным. Он был так сосредоточен на своих поисках счастья, что потерял связь с людьми, которые были ему наиболее важны. Он понял, что его погоня за счастьем превратилась в одержимость, затмевая те самые вещи, которые раньше приносили ему радость. Бремя ожиданий было сокрушительным для Джона. Он возлагал такие большие надежды на то, что эти хаки счастья изменят его жизнь, но реальность оказалась далека от того, что он себе представлял. Он чувствовал себя неудачником за то, что не достиг уровня счастья, обещанного ему. Чем больше он пытался навязать счастье, тем более оно ускользало от него. Он начал задаваться вопросом, не делает ли он что-то неправильно, или не создан ли он просто для счастья. Давление на успех в его поисках было подавляющим. Он чувствовал, что его постоянно судят, не только другие, но и он сам. Он установил для себя невозможный стандарт
и каждый день чувствовал, что не соответствует ему. Бремя этих ожиданий становилось невыносимым, и он знал, что ему нужно что-то изменить. Однажды вечером, сидя на своем обычном месте у окна с ручкой в руке, глядя на пустую страницу своего дневника благодарности, Джон почувствовал, как на него обрушилось осознание. Он был так сосредоточен на выполнении списка «хаков счастья», что потерял из виду то, что действительно имело значение. Его жизнь превратилась в бесконечный список дел, которые он должен был выполнить, чтобы быть счастливым, и все же он чувствовал себя несчастнее, чем когда-либо. Осознание было одновременно пугающим и освобождающим. Он внезапно понял, что счастье — это не то, что можно навязать или создать через серию предписанных действий. Это было нечто гораздо более органичное и личное. Он вспомнил времена, когда действительно чувствовал себя счастливым в своей жизни. Это было не тогда, когда он медитировал или писал в своем дневнике. Это было тогда, когда он рисовал, теряясь в цветах и текстурах на холсте. Это было тогда, когда он играл музыку со своей старой группой, чувствуя ритм и товарищество. Это было тогда, когда он исследовал новые места, движимые любопытством и волнением. Все эти вещи были отодвинуты в сторону в его поисках счастья, и он понял, что искал его в неправильных местах. С этой новой ясностью Джон принял решение. Он отпустит хаки счастья, книги, рутины и ожидания. Он перестанет пытаться навязать счастье и вместо этого позволит себе исследовать то, что действительно приносит ему радость. Это было пугающее решение, но он знал, что оно правильное. Он закрыл свой дневник благодарности и убрал его, чувствуя облегчение. Он удалил приложение для медитации со своего телефона и решил взять перерыв от книг по саморазвитию. Вместо этого он начал воссоединяться со своими страстями. Он достал свои старые кисти и установил небольшой мольберт в своей гостиной. Он провел часы за рисованием, позволяя цветам, течь и формам возникать на холсте без каких-либо предвзятых представлений. Он связался со своими старыми товарищами по группе и организовал джем-сейшн в гараже. Музыка была сырой и нешлифованной, но она чувствовалась живой и настоящей. Он забронировал спонтанную поездку в место, которое всегда хотел посетить, просто чтобы посмотреть, куда приведет его путешествие. Несмотря на его решение отпустить, Джон не мог избавиться от страха неудачи. Он вложил столько времени и энергии в хаки счастья, и теперь он ступал в неизвестность. Что, если он попробует воссоединиться со своими страстями и все равно не найдет счастья? Что, если он просто обманывает себя, преследуя очередной мираж? Но по мере того, как он погружался в свои страсти, он начал замечать небольшие изменения. Он чувствовал удовлетворение, которого не чувствовал месяцами. Его дни больше не были монотонными. Они были наполнены волнением и любопытством. Он обнаружил, что смеется больше, чувствует себя более связанным с людьми вокруг него. Страх неудачи все еще был там, но он больше не сдерживал его. Он понял, что погоня за счастьем — это не о достижении идеального состояния радости. Это о принятии пути со всеми его взлетами и падениями и нахождении смысла в процессе. Жизнь Джона начала меняться неожиданным образом. Он обнаружил, что счастье — это не то, что можно навязать или достичь через набор инструкций. Это было нечто, что естественно вырастало, когда вы позволяли себе быть верным себе и своим страстям. И хотя страх неудачи все еще присутствовал, он научился жить с ним, зная, что альтернатива — это жизнь нереализованного потенциала. Первые шаги Джона обратно к его страстям были неуверенными, но наполненными чувством повторного открытия. Он начал с рисования, чего-то, что любил с детства, но отодвинул в сторону в своих поисках счастья.
Установив мольберт в углу своей гостиной, он окунул кисть в яркий оттенок синего и позволил мазкам течь естественно. Не было плана, не было ожиданий, только простая радость творчества. Он рисовал часами, теряя счет времени, пока цвета смешивались и формы возникали на холсте. Акт рисования был терапевтическим. Он позволил ему выразить эмоции, которые он даже не осознавал, что держит в себе. Разочарование и тоска — все нашло свой путь на холст. Когда он отступил, чтобы полюбоваться своей работой, он почувствовал чувство достижения, которого ему так долго не хватало. Это не было шедевром, но это было его, и это был старт. Радость творчества вскоре распространилась на другие области жизни Джона. Он воссоединился со своими старыми товарищами по группе, и они организовали регулярные джем-сейшны в гараже. Музыка была сырой и нешлифованной, но она была живой от энергии и страсти. Они играли допоздна, делились историями и смехом, и Джон чувствовал чувство товарищества, которого не чувствовал годами. Музыка стала для него способом соединиться с другими и выразить себя так, как слова никогда не могли. Он также забронировал спонтанные поездки в места, которые всегда хотел посетить. Один уикенд он поехал в маленький прибрежный городок, где провел часы, гуляя по пляжу, собирая ракушки и наблюдая, как волны разбиваются о берег. В другой раз он отправился в поход через густой лес, чувствуя хруст листьев под ногами и прохладный ветер на лице. Каждое приключение приближало его к себе и к миру вокруг него. Джон обнаружил, что радость творчества — это не только о создании чего-то осязаемого. Это было о процессе, исследовании и связи. Он обнаружил, что смеется больше, чувствует себя более присутствующим в моменте и действительно наслаждается простыми удовольствиями жизни. Акт творчества, будь то через искусство, музыку или исследование, дал ему чувство цели и удовлетворения, которого не могла дать ни одна книга по саморазвитию или хак счастья. По мере того, как Джон глубже погружался в свои страсти, он осознал важность наличия системы поддержки. Его друзья и семья заметили изменения в нем и были готовы поддерживать и поощрять его. Его старые товарищи по группе стали больше, чем просто музыкантами. Они стали сообществом, группой людей, которые понимали его любовь к музыке и разделяли его страсть. Они поддерживали его в трудные моменты и праздновали его успехи, большие и малые. Его семья также сыграла ключевую роль. Его родители, которые всегда поддерживали его художественные начинания, были в восторге, видя, как он вновь открывает свою радость. Они предложили свой дом в качестве места для практики и творчества и всегда были готовы выслушать о его последних приключениях. Его братья и сестры, которые выросли вместе с ним, гордились тем, что он следует за своим сердцем, и поощряли его продолжать расширять границы. Джон также нашел поддержку в неожиданных местах. Он присоединился к местной художественной группе, где встретил других художников, которые разделяли его любовь к рисованию. Они обменивались советами, техниками и историями, создавая чувство товарищества и взаимной поддержки. Группа организовывала выставки и мастер-классы, давая Джону возможность демонстрировать свои работы и учиться у других. Эта система поддержки не только предоставляла поощрение, но и помогала ему расти как художнику и личности. С каждым шагом Джон чувствовал себя более связанным со своими страстями и людьми вокруг него. Он понял, что счастье — это не то, что можно навязать или достичь через набор инструкций. Это было нечто, что естественно вырастало, когда вы позволяли себе быть верным себе и своим страстям. И хотя страх неудачи все еще присутствовал, он научился жить с ним, зная, что альтернатива — это жизнь нереализованного потенциала. Путешествие Джона по возвращению к своим страстям
привело его к глубокому осознанию. Счастье — это не о достижении совершенства. На самом деле, именно несовершенства делают жизнь по-настоящему прекрасной. Он потратил столько времени, пытаясь следовать правильным шагам к счастью, что упустил ценность принятия хаоса жизни. Его картины не всегда были совершенными, его музыка иногда пропускала ритм, и его поездки не всегда шли по плану. Но эти несовершенства были тем, что делало его опыты подлинными и значимыми. Он научился ценить красоту в недостатках. Его картины с их грубыми краями и неожиданными цветовыми сочетаниями стали отражением его истинного «я». Его музыка с ее сырым и нешлифованным звучанием резонировала с людьми на более глубоком уровне. И его спонтанные поездки, наполненные неожиданными обходами и сюрпризами, научили его быть более адаптивным и открытым к новым опытам. Принятие несовершенства позволило ему отпустить давление быть идеальным и находить радость в процессе, а не фокусироваться исключительно на результате. По мере того, как Джон продолжал исследовать свои страсти, он обнаружил важность сообщества. Поддержка, которую он получал от своих друзей, семьи и коллег-художников, играла ключевую роль в его путешествии. Его старые товарищи по группе стали источником вдохновения и поощрения, побуждая его рисковать и пробовать новые вещи. Они практиковали вместе, делились своими трудностями и триумфами и праздновали достижения друг друга. Это чувство товарищества не только сделало путешествие более приятным, но и помогло ему расти как музыканту. Его семья также предоставила прочную основу поддержки. Они посещали его художественные выставки, слушали его музыку и поощряли его следовать за своими мечтами. Их безусловная любовь и вера в него дали ему уверенность продолжать, даже когда было трудно. Джон также нашел чувство принадлежности в местной художественной группе, где встретил единомышленников, разделяющих его страсть к творчеству. Вместе они создали сообщество, которое способствовало росту, обучению и взаимной поддержке. Это сообщество стало неотъемлемой частью его новой нормы. Оно предоставило безопасное пространство для выражения себя, обмена идеями и получения конструктивной обратной связи. Связи, которые он сформировал с другими, не только обогатили его жизнь, но и помогли ему осознать, что счастье часто находится в отношениях, которые мы строим, и поддержке, которую мы предлагаем друг другу. Одним из самых удивительных аспектов путешествия Джона были неожиданные награды, которые пришли к нему. По мере того, как он принимал свои страсти и соединялся с другими, он обнаружил, что счастье часто приносит свои собственные выгоды. Его новое чувство удовлетворения и радости положительно сказалось на его ментальном и физическом здоровье. Он чувствовал себя более энергичным, более сосредоточенным и менее напряженным. Его отношения улучшились, и он обнаружил, что более связан с людьми вокруг него. Его творческие занятия также открыли для него новые возможности. Его картины начали получать признание, и его пригласили участвовать в местных художественных выставках. Его музыка, когда-то просто хобби, начала привлекать внимание других музыкантов и даже нескольких небольших площадок. Эти возможности не только подтверждали его усилия, но и давали ему чувство цели и направления. Более того, Джон обнаружил, что его путешествие оказало волновой эффект на окружающих. Его друзья и семья были вдохновлены его трансформацией и начали исследовать свои собственные страсти. Его товарищи по группе почувствовали себя более мотивированными заниматься своей музыкой, а члены его художественной группы были поощрены поднять свое творчество на новые высоты. Джон понял, что, принимая свои собственные несовершенства и следуя за своими страстями, он не только нашел счастье для себя, но и создал положительное влияние на жизни других. Путешествие Джона научило его, что погоня за счастьем
это нелинейный путь с четким набором инструкций. Идея о совершенном пути, где человек просто следует серии предписанных шагов для достижения счастья, является мифом. Он пытался навязать счастье через дневники благодарности, медитацию и книги по саморазвитию, но эти методы сами по себе не могли принести ему удовлетворение, которого он искал. Путешествие каждого человека к счастью уникально и не может быть сведено к универсальной формуле. Совершенный путь не существует. Вместо этого готовность исследовать и адаптироваться ведет к подлинному счастью. Подлинность стала ключевым элементом в путешествии Джона. Когда он отпустил предписанные методы и позволил себе воссоединиться со своими страстями, он обнаружил более глубокое чувство удовлетворения. Рисование, игра на музыке и исследование новых мест приносили ему радость, потому что это были подлинные выражения того, кем он был. Будучи подлинным и принимая свои интересы, он нашел чувство цели и смысла, которого ему не хватало. Подлинность также укрепила его отношения, поскольку он смог соединиться с другими на более искреннем уровне. Он понял, что счастье — это не о притворстве быть кем-то другим или следовании чужому пути. Это о том, чтобы быть верным себе и своим страстям. Гибкость сыграла важную роль в трансформации Джона. Он узнал, что жизнь непредсказуема, и погоня за счастьем требует адаптивности. Когда он принимал несовершенство и неожиданные обходные пути в своем путешествии, он обнаружил, что эти опыты часто вели к новым возможностям и росту. Его способность адаптироваться позволила ему справляться с вызовами и неудачами с устойчивостью. Он обнаружил, что счастье — это не фиксированное место назначения, а динамичный процесс, который требует открытости к изменениям. Будучи гибким, он смог находить радость в путешествии и адаптироваться к постоянно меняющейся природе жизни. Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами.